Добрый день, друзья! С вами капитан Дэн Змей. Сегодня у меня в свете бла-бла философии психологии очередной спич об одиночестве. Навеян последними, я подписан там на кучу групп в Фейсбуке по психологии, всякие психотерапевты, мефты. Мир настолько широк, что я еще с такими людьми мало сталкивался. Из одного топика навело меня на эту мысль. Женщина развелась с мужем по какой-то причине. То ли он пил, то ли что-то. Ну, что-то с ним испортилось. Прожили достаточно долго, я так понимаю, если там дочери 28 лет, старшей. В общем, она страдает. Она периодически плачет, ей одиноко, пытается кого-то встретить, не получается. Я хочу высказать свое мнение на эту тему. Дело в том, что здесь играет даже не само одиночество, а вопрос привычки. Если она жила долго в браке, у нее был муж, любовь с ним, были какие-то устоявшиеся отношения. Может быть, не идеальный, может быть, он по какой-то причине затасковал, что-то надоела работа, вся эта жизнь, ситуация в стране, еще что-то. Мужчины иногда депрессуют по каким-то серьезным вопросом. Может быть, семья, опять же, устал, ничего нового не происходит, то есть он сам для этого ничего не сделал, так вышло. В семье стало рутинно. И от скуки, как-то себя надо развлечь. К сожалению, многие люди не умеют это делать. Многие начинают развлекаться, подбухивая, подкуривая. Это отдельная тема для разговора. Скажем сейчас про одиночество. И по этой причине он и перестал устраивать, где-то что-то раз поругались, два поругались. Она решила, что так жить нельзя. Разбежались. И ей стало дико одиноко. Я не знаю, как ему, может быть, тоже. Но ей стало дико одиноко, потому что она осталась один на один с какими-то своими задачами, проблемами, с которыми она справлялась. И худо-бедно, может быть, он ей там помогал. Может быть, финансово, может быть, с детьми где-то гулял, что-то делал, покупал. Физические отношения, секс, пусть не частый, может, не идеальный, но что-то было. Она была не удовлетворена этим на 100%, но она уже привыкла к этому положению вещей. В какой-то момент, в общем, она уже думает, наверное, о том, чтобы вернуть как-то это все обратно. Потому что привычка уже вот есть, куда себя девать. Откровенно скажу, я на своей шкуре тоже испытал такой момент, долго был в браке, потом как так получилось, не буду подробности, никому может не интересно. Я надолго не оставался один, то есть из отношений в отношения. Повстречал хорошую девушку, какое-то время были с ней, потом что-то там тоже какие-то там неувязочки, свои возрастные дела и свои проблемы, в том числе финансовые. Разбежались, и вот когда я остался совсем один, что-то как так получилось, что я не мог я легко это переносить, это было тяжело, тоже там и подбухивал. Смысл в том, что это вопрос привычки. Может быть, все было не идеально, но когда у тебя кто-то рядом есть с кем поговорить, есть с кем разделить какие-то проблемы, опять же, кого-то помочь, послушать чьи-то проблемы, классно, да, и к этому привыкаешь, в том числе и к семье, к каким-то заботам. И я как Ронин чувствовал себя Ронином, то есть таким бойцом без этого. Я мог зарабатывать деньги, я тратил их на путешествия, но в какое-то время я привык к этой свободе. И теперь у меня другая проблема, то есть я кайфую от этого одиночества. И иногда где-то на подкорке, потому что это уже больше 8 лет, скажем так, были там какие-то там временные отношения, которые мне не понравились, как они происходят, и я был источником разрыва, потому что были такие неправильные отношения, то есть они, не буду вдаваться в подробности, это отдельная тоже тема. Но суть в том, что не всегда я был один, но в основном один. И я привык уже принимать решения. Мне захотелось поехать на яхтинг. Работа, не работа, какие-то контракты, какие-то деньги, я где-то что-то чуть подзавершил, плюнул, закрыл все, хлопнул дверью, ушел. Побросал кучу барахла, которые, так сказать, разграбили друзья, знакомые, товарищи. Побросал какие-то проекты, какое-то строительство дома. Но я решил это сам. И я от этого одиночества кайфую. Я изменил свою жизнь. Да, у меня сейчас там есть свои заморочки, проблемы с гражданством, с проживанием, с работой, со всем. Но я живу интересной жизнью и, в общем-то, я не жалею ни о чем. А женщины, тем более, они более эмоциональны, они более зациклены на семье, не зациклены, сконцентрированы, я бы сказал, зациклены — это грубое слово, сконцентрированы на семье, на семейном благополучии, на воспитании детей. И даже если дети уже почти взрослые, 20+, они все еще пытаются их опекать, и если они становятся совсем не нужны детям, они чувствуют большую пустоту, огромную пустоту. Мужчина, как более активный такой охотник, активное существо,
он находит себе другие интересы в жизни помимо семьи. Кто-то дайвит, кто-то рыбачит, кто-то на охоту ходит, кто-то там на кайте катается, на серфе, на параплане летает. То есть находит себе адреналиновые занятия. Мужчине нужен адреналин, потому что мужчина по своей природе охотник, ему нужен этот адреналин. И он может в этом адреналине найти свое второе счастье, успокоение, отвлечение от каких-то забот. И иногда это помогает в том числе сохранить семью, потому что когда не хватает там в семье каких-то эмоций, его можно добрать где-то там и вернуться такой уставший, довольный, хэппи, в теплую, любимую, такую, может быть, рутинную немножко семью, и там спокойно расслабиться. Это тоже хороший вариант для семей, у которых мужчина. А некоторые мужчины, которые по какой-то причине не попал в этот адреналин, они начинают бухать. А это уже такая проблема общемировая. Многие мужчины, не найдя себе применения, не реализовав себя в жизни, это легкий просто путь. То есть, чтобы себя реализовать, что-то достигнуть, надо учиться, надо к чему-то стремиться, надо работать там на 2-3 работах, познавать что-то новое, двигаться куда-то дальше. Не у всех это получается, и люди просто опускают лапки, такие, как расслабиться, вот что-то мне не хватает в жизни. Бухлишко, оно недорогое, водочка, винишко какой-нибудь. Хлопнул вечером, вроде тебя как-то расслабило, заснул, завтра рабочий день. Работа очень сильно отвлекает. Тоже, когда ты занят какой-то интересной, сложной работой, по крайней мере, у меня такое было, я вовлекался в нее настолько, и я себя старался загрузить в момент отсутствия отношений этой работы. Мне, честно говоря, некогда было сильно думать об отношениях. Я там минутно, секундно вспоминал, когда ты погружен в какую-то задачу, сложную, решаешь ее неделями, в общем-то, это как-то не так, а все остальное второстепенно. Женщины же наоборот, то есть они не так сильно погружены в работу, у многих работа больше хобби, чем заработок. И семья, тут бах, член семьи, пусть даже плохой, гнилой, он отвалился. Блин, а что с этим делать? А как делать? Тут сложно советовать. У меня, во-первых, это бла-бла, философия, психология, я не психотерапевт. Но мне кажется, что надо заранее как-то вот к этому готовиться, к тому, что не то, что готовиться, надо просто жить интересной жизнью, как многие говорят, самодостаточность. Зациклиться только на семье, на каком-то человеке, рано или поздно будет разочарование. Дети вырастут, девочки замуж выйдут, мальчики женятся. Не факт, что кто-то останется невестка, зять не тот. В общем, что-то не то, будут какие-то, может, свои заморочки. Женщине труднее в этом плане переживать одиночество, потому что ей надо семью, о ком-то заботиться, кто-то должен быть рядом. Не обязательно это должен быть какой-то секс-монстр, просто чтобы как-то, когда все в комплексе, он и с тобой на одной волне. Но это сложно.